Юнь-Юнь отличный персонаж. В цветочной фракции Сяо-Янь спас ее, да и еще помог быстрее поглотить запечатанную энергию бабушки Хуа предыдущей главы. А это, между прочим, Доу Ци почтенного воина 9 звезды. И вот уже очень скоро нас ждет новая встреча Сяо-Яня с Юнь-Юнь. На этот раз случится это в древней пустоши, на пути к дереву Бодхисаттвы. Цветочная фракция тоже не могла упустить шанс получить сокровища Бодхисаттвы. Их вела глава Юнь-Юнь. Она уже достигла уровня почтенного воина 8 звезд, и мы видим за ее спиной круг почтенного воина. К сожалению, они столкнулись с нападением врагов, а именно фракции Духовного Неба. Это та же самая фракция, с которой был Яхуа Линзюнь. Они в прошлом в составе нескольких старейшин на уровне почтенного воина напали на Сяо-Яня, когда он возвращался из цветочной фракции. Очевидно, это самые настоящие враги Сяо-Яня. А также очень нужна ваша поддержка в виде лайков и комментариев. Это очень поможет в продвижении видео. Юнь-Юнь вместе с Налань Янрань на огромной скорости убегали от мощных соперников. Люди из фракции Духовного Неба предприняли подлую атаку, пока те разбирались со свирепыми зверьми, из-за чего старейшина Цинхуа погибла. Юнь-Юнь, стиснув зубы, пообещала, как только вернется, то соберет всю силу фракции и сразится до смерти с фракцией Духовного Неба. Сейчас Юнь-Юнь носила статус главы цветочной фракции. Кроме того, она уже полностью переработала Доу Ци бабушки Хуа. Ее сила теперь достигла отметки почтенного воина 8 звезд, поэтому старейшины не посмели ей возразить. Среди всей группы цветочной фракции был лишь один человек, обладающий высшей силой 9 звезды класса почтенного воина. Однако именно она и умерла от подлой атаки. Сила их группы значительно ослабла. Юнь-Юнь на 8 звезде была сильнейшей на данный момент. Но на стороне врагов находилось 2 эксперта уровня почтенного воина 9 звезд. Ситуация крайне сложная. Юнь-Юнь уже готовилась ценой жизни сдержать противников, чтобы Налань Янрань и остальные сумели сбежать. Будучи главой фракции, она взяла всю ответственность на себя. Однако в тот же миг около 10 человек окружили их, прерывая всякие пути к отступлению. Среди них, к удивлению, был и Яхуа Линзюнь, который ранее пытался убить Сяо-Яня. Неожиданно, но он выжил, даже получив полную мощь удара в кулаках Хэйцина. Лю Цан, заместитель главы фракции Духовного Неба, отдал приказ убить всех, кроме Юнь-Юнь и Налань Янрань. Эксперты цветочной фракции высвободили Доу Ци и ринулись в атаку. Юнь-Юнь тоже защищалась. Могучая Доу Ци вырвалась на волю, поразив эксперта фракции Духовного Неба и заставив его харкать кровью. Следом атаковали 2 эксперта, вынуждая ее застрять в битве. Однако подлая атака другого противника заставила Юнь-Юнь выплюнуть кровь, и она сильно ударилась о крепкую скалу. Юнь-Юнь сжала зубы, ожидая своей участи. Она собрала всю силу, чтобы встретить следующую атаку, но вдруг ветер резко спустился с неба, вместе со сверкающим золотым светом. Перед ней упала чудовищная фигура, которая махнула кулаком и мгновенно поразила Яхуа Линзюня. Ужасная сила превратила шокированного мужчину в груду мяса. Шок вспыхнул на лицах экспертов фракции Духовного Неба, когда они увидели произошедшее. Они с ужасом уставились на золотого гиганта и быстро отступили. Псы фракции Духовного Неба способны лишь на подлости. Прогремел голос гиганта Сяо-Яня. Мы уже говорили в предыдущем видео про технику «Стеклянное тело гиганта». Вот оно в деле. Золотой гигант появился внезапно. Лю Цан, заместитель главы фракции Духовного Неба, увидев, что Яхуа Линзюнь разлетелся на кусочки, применил свою мощнейшую технику – драконий кулак величия ада, создав огромного черного дракона из Доу Ци, который с яростным ревом ринулся на врага. Но гигант, не используя сложных техник, лишь сжал кулак и ударил прямо по дракону. Пространство треснуло, и черное создание рассыпалось, а остаточный удар сбил Лю Цяна с ног и отбросил далеко назад. Мощь гиганта явно соответствовала уровню почтенного воина 9 звезд 2 этапа, что было выше сил Лю Цана. Разъяренный, он приказал всем атаковать вместе. 10 почтенных воинов, включая старейшин, выпустили свои техники одновременно. Но золотой гигант, как металлическая статуя, пошел прямо навстречу, разрывая пространство ударами. Все техники были уничтожены, а бойцы фракции Духовного Неба, кроме Лю Цана и старика в бамбуковой шляпе, рухнули на землю, истекая кровью и теряя сознание.
Лю Цан в панике кинулся бежать, но не успел. Страшная сила проникла в его тело, распыляя его органы и даже кости в пыль. Золотой гигант вдруг предстал перед Юнь-Юнь и шокированными старейшинами цветочной фракции, когда прикончил Лю Цана с одного удара. Следом вышло еще несколько человек посреди пустого пространства. Юнь-Юнь посмотрела на группу появившихся людей, а ее взгляд застыл на холодной красивой женщине. Она испытала шок, ведь узнала ту самую королеву Медузу. Давным-давно в пустыне Тагир они встречались и даже вступили в сражение. Цайлинь слегка нахмурилась, когда увидела Юнь-Юнь. Она поприветствовала ее. Далее тело золотого гиганта резко уменьшилось. За короткий миг перед ними появился Сяо Янь. Он посмотрел на Юнь-Юнь и на Лань Янрань, а далее спросил, в порядке ли они. Юнь-Юнь ошарашенно смотрела на знакомое лицо. Наконец она пришла в себя и горько рассмеялась. «Это действительно ты!» Сяо Янь достал несколько пилюль, дав Юнь-Юнь и на Лань Янрань, и попросил раздать пилюли раненым. Сяо Янь спросил, «Почему вы все здесь?» Оказывается, они тоже проникли на территорию древнего пустынного региона. По пути они привлекли внимание свирепых зверей. Вот почему фракция Духовного Неба подло напала на них. Из-за них погибла старейшина Цинхуа. Только благодаря помощи Сяо Яня они сейчас спаслись. Юнь-Юнь повернулась к Цайлинь и сказала, «Не ожидала с тобой встретиться здесь». Когда Юнь-Юнь еще жила в империи Дзяма, то получила приглашение Гухэ на путешествие в пустыню Тагир, чтобы забрать эссенцию пламени сине-зеленого лотоса у Медузы. Впоследствии Цайлинь появилась в секте Юнлань из-за Сяо Яня. Если в целом их встречи ничем хорошим не заканчивались, две женщины враждовали. Естественно, они обе не ожидали, что встретятся при подобных обстоятельствах. Сяо Янь немного смутился, понимая обстановку между двумя женщинами. В тот момент к нему подошла старейшина фракции и поблагодарила за помощь. Все-таки павильон падающей звезды имеет хорошие отношения с цветочной фракцией. Сяо Янь предложил далее путешествовать вместе. Их сила окажется намного выше, если стороны объединятся. Юнь-Юнь, естественно, практически сразу же согласилась. За прошедшие несколько дней они уже встречались с опасностью, а их силы наверняка не хватит, чтобы добраться до древнего дерева Бодхи. С этих пор в команде Сяо Яня добавились эксперты цветочной фракции, вместе с Юнь-Юнь и Лань Янрань. Но это лишь начало приключений в древней пустоши. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам новая встреча Сяо Яня и Юнь-Юнь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!